Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь ржаной кислый хлеб по рецептуре от 1940 года из книги «350 сортов хлебобулочных изделий» авторов Плотникова и Колесникова. Для этого с вечера поставим закваску. Закваска делается 70% пекарской влажности, то есть реальная влажность закваски будет составлять 45-50%. Книга так и указывает, что закваска должна иметь влажность 70 пекарских процентов. На производстве такая закваска, как правило, делается с применением пекарских дрожжей для получения стабильного и предсказуемого результата. Однако книга также указывает, что закваску можно сделать и без применения дрожжей, что именно мы с вами сейчас и сделаем. Для закваски смешаем все указанные ингредиенты. Ржаной стартер берется непосредственно из холодильника. Все хорошо смешивается и оставляется при комнатной температуре под неплотно накрытой крышкой. В 1946 году было основано Ленинградское отделение научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности. Его первым директором был кандидат технических наук Плотников, автор данной книги. Как мы видим, прошло ровно 12 часов. Закваска у нас хорошо разбилась, но для проверки сделаем определение кислотности. Как мы видим, кислотность закваски у нас совершенно прекрасная, то есть вам не нужно будет самостоятельно делать замеры pH-метром. Я показываю это для того, чтобы доказать, что если вы воспользуетесь указанными параметрами температуры, времени и количества ингредиентов, то вы получите именно ту закваску, которая и обеспечит нам правильный хлеб на выходе. Растворяем закваску в воде. Закваска у нас густая. Такой вид закваски называется головка. Растворяем эту закваску в воде. Она растворяется не полностью, но вот такими большими крупными кусками. Это не принципиально. Вносим в нее муку. Все хорошо смешиваем и оставляем на брожение нашу опару на 4 часа. Это очень простой по своему составу хлеб, ведь в него входит всего лишь мука, соль и вода. По прошествии 4 часов наша опара созрела, и мы можем замесить тесто. Вносим в опару соль, хорошо перемешиваем. Раньше замес ржаного теста производили в квашнях, то есть в больших бочках, при помощи весел. Но сегодня мы печем в меньших объемах, и весла нам не требуется, а мы используем просто вот такую вот силиконовую лопатку. Для начала перемешиваем силиконовой лопаткой, а затем используем просто руку. По рецептуре в тесто вода больше не вносится, то есть вся вода, которая
должна идти в тесто, она ушла в опару. Однако, на мой вкус, такой хлеб получается очень сухой и мелкопористый. Поэтому я несколько модифицировала его таким образом, что я также внесла небольшое количество воды и в тесто. Мякиш поэтому у нас получается более влажный, крупнопористый. Ну, вы можете следовать рецептуре и не вносить воду дополнительно в тесто. Я же воду внесла, потому что мне нравится хлеб, который имеет более влажный и воздушный мякиш. Но вы делаете на свое усмотрение. Вываливаем тесто на смоченный водой стол и формируем буханку. Выкладываем тесто в форму. У меня форма L7. И хорошо утрамбовываем для того, чтобы в тесте не образовывались пустоты. Сначала утрамбовываем при помощи руки, а затем выравниваем поверхность при помощи скребка. Данный хлеб может выпекаться как подовым, так и формовым. Ну, мне нравится выпекать формовой хлеб, так как он более удобен в ежедневной жизни. Вы же можете выпекать его подовым. Для подового хлеба тесто будет более крепким, то есть влажность его будет меньше, чем для формового. Накрываем заготовку шапочкой для душа и оставляем на расстойку. Расстойка должна быть полной. Вот можно посмотреть поверхность расстоявшегося хлеба. Смачиваем ее водой из пульверизатора и выпекаем. Выпекаем при высокой температуре первые 10 минут 250-260 градусов, а затем снижаем и выпекаем еще до готовности при температуре 200 градусов. Готовность хлеба определяем по температуре мякиша. Она должна составлять 97-98 градусов Цельсия. Убедившись, что хлеб у нас пропекся, выкладываем его на решетку и смазываем заваркой из картофельной муки и воды, как это советует книга. Вы также можете обрызгать хлеб на выходе водой или обрызгать его за 3-5 минут до выемки из печи. Все это способствует приданию глянцевой красивой корочки и ее мягкости. После полного остывания заворачиваем хлеб в кухонное полотенце и оставляем созревать до следующего дня. Так как хлеб у нас полностью цельнозерновой, то желательно дать ему хорошенько созреть. В идеале время созревания цельнозернового хлеба должно составлять 16-24 часа. Именно за это время мякиш успевает достаточно стабилизироваться. У меня прошло примерно часов 12 после выпечки. Мы видим, что хлеб у нас, мякиш у нас не липнет к ножу. Несмотря на то, что я
добавила больше воды, чем того требует рецепт. Мякиш у нас остается упругим, эластичным и при нажатии пальцем легко возвращается в форму. Если вы любите выраженную кислинку в ржаном хлебе, этот хлеб наверняка придется вам по вкусу. Его вкус очень емкий, глубокий и придется всем любителям ржаного хлеба с кислинкой. Кислинка выраженная, но не навязчивая. Вот мы делаем замер кислотности мякиша на выходе, и мы видим, что кислотность готового хлеба несколько выше, чем кислотность молодой ржаной закваски. То есть результат у нас получился превосходный. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!